Привет, ребята! В этом выпуске я хочу поговорить о следах инструментов, которые остались на самом большом в мире монолите – памятнике Яншань. В моем предыдущем видео я предоставила доказательства, почему я не согласна с китайскими историками, которые утверждают, что эти монолиты были добыты в начале 15 века. В этом видео я собираюсь сравнить следы древних инструментов в Яншане, Баальбеке, Петре, Индии, Греции и Италии со следами от современных машин. Это поднимает провокационный вопрос. Могла ли на планете существовать доисторическая индустриальная цивилизация? Не они ли создали памятник Яншань? Определимся с термином, что считается доисторическим. Другими словами, это предыстория. Она относится ко времени от 3 миллионов лет назад, начиная с использования первых каменных орудий и до 5300 лет назад, когда в Месопотамии шумеры изобрели письменность. Давайте снова посмотрим на 3 гигантских блока Яншань. Все они расположены на горе недалеко от Нанкина. Один блок находится рядом со старым карьером, а 2 других – близко друг к другу, но за пределами карьера. В блоке, который называется «голова», есть несколько отверстий и интересные ручки, которые напоминают ручки на мегалитических памятниках Перу и Египта. Если блок, который называется «тело», поставить вертикально, он будет выше статуи свободы. А блок, который называется база, самый большой, больше, чем баскетбольная площадка. Продолжая свое исследование, я обнаружила, что на блоках Яншань есть 2 разные отметки от инструментов, которые я также нашла на других мегалитических объектах по всему миру. Первые – это длинные, слегка изогнутые, иногда почти прямые бороздки. В Баальбеке, где находятся 2 крупнейших римских храма – храм Вакха и храм Юпитера, в фундаменте есть камни весом в 300 и 800 тонн каждый. Также есть несколько незаконченных монолитов, включая камень беременной женщины весом более 1000 тонн. Работы, вероятно, начались около 16 года до нашей эры. Первоначальный метод строительства до сего дня остается археологической загадкой. Сравните мегалиты Яншань и фундамента Баальбека. Полосы довольно однородные и параллельны друг другу. И масштаб этих бороздок для того времени превосходит человеческие возможности. Выглядит искусно. Вот снимки крупным планом. Мы отчетливо видим сходство. А это Петра. Великий древний город, который наполовину скрыт в продуваемом ветрами пейзаже Иордании. Он является еще одним ценным объектом наследия ЮНЕСКО. Местность вокруг Петры была заселена еще в 7000 году до нашей эры. Петра – очень интересное место, где я обнаружила несколько различных следов инструментов. Здесь я сравниваю те, которые я считаю похожими на те, которые мы видели на блоках Яншань. Штрихи практически идентичны. Яншань – это известняк, а Петра – песчаник. Оба являются осадочными породами и считаются мягкими породами с твердостью 4-5 по шкале Mohs, где гранит маркирован как 6-7, а алмаз как 10. Сравните следы Яншани и Петры. Изогнутые следы инструмента также идентичны. Вот мегалит Яншань рядом со старым замком в Греции, построенным не менее 2000 лет назад. Обратите внимание на такие же прямые бороздки и гребни. Есть множество других примеров, и это всего лишь несколько из них. Но помимо длинных прямых или слегка изогнутых полос, в Яншане есть еще один вид следов от инструментов. Они короче, и они изогнуты. Выглядит органично, почти как царапины. Мы видим их в основном на потолках проемов на мегалитах тела и основания. В своем исследовании я нашла пещеру в Индии с незаконченным потолком, на котором видны очень похожие следы от инструментов. Остальные пещеры в этом месте тщательно отполированы. К счастью, мы нашли пещеру с незаконченным потолком. Поэтому мы можем лучше рассмотреть следы инструментов. Здесь Яншань сравнивается с пещерой на севере Италии, датировка которой не определена.
Более короткие, изогнутые, похожие на царапины отметины на потолке удивительно идентичны. Интересно увидеть, что такие следы в основном встречаются только на потолке. Похоже, что на потолках и стенах использовались разные инструменты или разные методы резки камня. Теперь давайте сравним следы инструментов Яншань со следами современных станков. Машины, которые я здесь показываю, довольно недавние. 50 лет назад у нас их не было. А это значит, что бороздки относительно новые. При ближайшем рассмотрении сходства выдающиеся. Обратите внимание на такие же полосы. Современные передовые горнодобывающие машины оставляют следы, очень похожие на те, что мы видели в Яншане, Баальбеке, Петре и Греции. Странно, насколько они похожи. Были ли блоки Яншань созданы доисторическими машинами? У древних китайцев не было машин такого типа. Да и вообще ни у одной известной цивилизации того времени таких машин не было. Это означает, что другие места, такие как Баальбек и Петра, также могут иметь совершенно другую неоткрытую историю. Я уже говорила в своем предыдущем видео о том, что эти мегалитические объекты могут быть наиболее очевидным доказательством того, что на нашей планете когда-то были технологии. И эти технологии были во многих отношениях конкурентами, если не превосходили современные технологии. Некоторые могут подумать, что эти следы могут быть от ручных инструментов, таких как зубило или кирка. Давайте рассмотрим эти ручные инструменты. С помощью зубила можно сделать точные пропилы. Мы можем видеть, что каменщик расположен довольно близко к камню, и он может точно установить зубило. Но это же объясняет, почему зубилом нелегко сделать действительно длинную непрерывную линию. Дело в том, что вы используете локоть в качестве опоры, и вы не можете перемещать руки в полном диапазоне. Вот почему зубило лучше всего использовать для мелкой детальной каменной работы. Однако я до сих пор не верю, что, используя зубило, можно добиться равномерного распределения полос на камне. Поскольку бороздки намного длиннее, чем можно получить при помощи зубила, значит, эти следы от другого инструмента. Как насчет кирки? С киркой человек может сделать полный ход руками, используя ноги в качестве опоры. Некоторые могут подумать, что эти изогнутые полосы создали именно киркой. Но опять же это неверно. Я не знакома с добычей полезных ископаемых при помощи кирки, но я полагаю, что было бы очень сложно наносить каждый удар так равномерно и точно, как мы это видим на блоках Яншань и в других местах. Вы когда-нибудь пробовали нарисовать от руки длинную прямую линию без линейки, а затем нарисовать еще 10 линий, параллельных друг другу в непосредственной близости? Это непросто. А теперь представьте, что вы используете кирку вместо карандаша. С киркой вам понадобится сила, чтобы взмахнуть ею, чтобы сделать вмятину на скале. Могут ли все удары быть параллельны друг другу и распределены равномерно? Подумайте о профессиональном гольфисте, который делает тысячи замахов руками с той же точностью и тем же уровнем сложности. С киркой вам нужно будет сильно подкачаться, чтобы достичь скорости и мощности для ударов по камню. Можно создать плавную изогнутую линию на более мягких материалах, таких как глина, но не на известняки или песчаники. Из этого видео видно, что кирка делает вмятину на камне, но не длинную линию. С учетом вышесказанного, я считаю, что создать точно такие же узоры на камне, и в таком масштабе, с помощью зубила или кирки по-человечески невозможно. Это можно было бы сделать только с помощью современных машин. Я предполагаю, что блоки Яншань, фундамент Баальбека и город Петра, где мы видим такие следы, были созданы с использованием утраченных древних машин. Возраст этих древних памятников составляет от 600 до 2000 лет. Мы точно знаем, что тогда не было современных машин. Здесь я хочу процитировать Шерлока Холмса: «Когда вы устранили невозможное, все, что остается, каким бы невероятным оно ни было, должно быть правдой». Так, когда же в последний раз технологии были на одном уровне с нашими? Какой была цивилизация до нашей?
Была ли это Атлантида? Или легендарный затерянный мир Му? Или, может быть, в Азии существовала другая затерянная цивилизация, название которой еще не названо? Места, которые имеют аналогичные отметки инструментов, расположены в разных регионах Азии, Ближнего Востока и Европы. Были ли они все построены доисторической глобальной цивилизацией? Во время своих исследований я обнаружила по всему миру много так называемых древних карьеров, и многие из них имеют необычайное сходство. В моем следующем видео я расскажу о пещере Лангью, которая классифицируется как древний карьер с разными, но не менее интересными следами инструментов, которые, как я полагаю, также относятся к продвинутой древней технике. И такие же следы инструментов обнаруживались на многих древних памятниках, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Я Тина, я любопытное существо, и спасибо, что провели со мной время. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.